Привет-привет! Сегодня мы читаем одну очень известную книгу «Маленький принц». Я ее выбрала по двум причинам. Во-первых, она мне очень нравится. И во-вторых, это очень известная книга, и вы ее, скорее всего, уже читали на своем родном языке. Так что вместо того, чтобы концентрироваться на сюжете, он вам уже знаком, вы сможете концентрироваться на каких-то новых словах, фразах, выражениях и, не побоюсь этого слова, грамматике. Я буду читать ее в естественном темпе, как если бы я читала ее русскоязычному ребенку. Вы можете просто слушать этот текст как аудиокнигу или читать вместе со мной, обращая внимание на новую лексику или грамматические конструкции. В любом случае, я надеюсь, что вам понравится и вы выучите много новых слов. Начинаем. Маленький принц. Антуан де Сент-Экзюпери. Посвящение. Я прошу прощения у детей за то, что посвятил эту книжку взрослому человеку. Однако у меня есть веское оправдание. Этот взрослый – мой лучший друг на свете. Есть и другое оправдание. Он все понимает. Даже книжки, написанные для детей. У меня есть и третье оправдание. Этот взрослый живет во Франции, где голодает и мерзнет. Конечно же, его надо утешить. А если этих оправданий недостаточно, я охотно посвящу эту книжку ребенку, которым этот взрослый когда-то был. Ведь все взрослые когда-то были детьми. Хотя мало кто из них помнит об этом. Поэтому я исправляю это посвящение. Леону Верту, когда он был маленьким мальчиком. Глава 1. Когда мне было 6 лет, я увидела однажды в книжке про тропические леса удивительный рисунок. Книжка называлась «Житейские истории». На рисунке был изображен удав, который глотал какого-то зверька. Вот как это примерно выглядело. В книге говорилось, что удавы глотают свою добычу целиком, не разжевывая. А потом они не могут больше ползать и спят в течение 6 месяцев, пока все не переварят. В то время я часто мечтала о приключениях в джунглях, и поэтому тоже нарисовал цветным карандашом рисунок. Это был мой первый рисунок. Он был примерно таким. Я показал мой шедевр взрослым и спросил у них, не страшно ли им. И они мне ответили, что может быть страшного в шляпе. Однако на моем рисунке была изображена не шляпа. Это был удав, который переваривал слона. Тогда для ясности я нарисовал, что было у удава внутри, чтобы взрослые могли это понять. Им всегда приходится все растолковывать. Мой второй рисунок был таким. Но взрослые мне посоветовали не рисовать удавов ни снаружи, ни изнутри, а заняться лучше географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот почему в 6 лет я перестал мечтать стать знаменитым художником. Я был разочарован полным провалом моих рисунков, первого и второго. Взрослые ведь сами ничего не понимают, а детям трудно снова и снова все им растолковывать. Поэтому мне пришлось избрать другую профессию. Я научился летать на самолетах. И я облетел почти весь мир. Так что знание географии мне помогло. Я научился с первого взгляда отличать Китай от Аризоны. А это полезно, когда заплутаешь в ночи. В течение жизни у меня была целая куча встреч с кучей серьезных людей. Я часто жил среди взрослых. Я их нередко разглядывал вблизи, хотя это и не улучшило моего мнения о них. Когда я встречал взрослого, который казался мне более понятливым, я проделывал над ним опыт. Я показывал ему свой первый рисунок, который всегда хранил при себе. Мне хотелось узнать, насколько этот взрослый понятлив. Однако он мне всегда отвечал, что это шляпа.
И поэтому я не рассказывал ему ни об удавах, ни о тропических лесах, ни о звездах. Я к нему приноравливался. Я говорил с ним о бридже, о гольфе, о политике и о галстуках. И этот взрослый был вполне доволен знакомству с таким здравомыслящим человеком, как я. Глава 2. Потом я жил один, и мне не с кем было поговорить по-настоящему. Так продолжалось до тех пор, пока 6 лет назад я не попал в аварию над пустыней Сахарой. Что-то сломалось в моторе моего самолета, и поскольку со мной не было ни механика, ни пассажиров, я решил самостоятельно справиться с этой трудной поломкой. Воды у меня было немного, всего на 8 дней. Вечером первого дня я заснул на песке в 1000 миль от человеческого жилья. Я был более одинок, чем потерпевший кораблекрушение человек на плоту посреди океана. Поэтому вы можете представить мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал: «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «Что?» «Нарисуй мне барашка». Я вскочил на ноги, как будто рядом сверкнула молния. Я изо всех сил протер глаза и осмотрелся вокруг. И я увидел совершенно необыкновенного малыша, который с серьезным видом меня разглядывал. Вот самое лучшее его изображение, которое мне удалось сделать позже. Хотя на моем рисунке он не так хорош, как на самом деле. Но это не моя вина. Ведь когда мне было 6 лет, взрослые отбили у меня охоту стать художником. И я не научился рисовать ничего, кроме удавов снаружи и изнутри. Итак, я таращился во все глаза на это удивительное явление. Не забывайте, ведь я находился в 1000 миль от любого жилья. А малыш не казался мне ни заблудившимся, ни испуганным, ни умирающим от голода или жажды. Он был совершенно не похож на ребенка, потерявшегося посреди пустыни за сотни миль от человеческого жилья. Когда я снова обрел дар речи, я спросил его: «Но что ты тут делаешь?» А он в ответ тихо и серьезно повторил: «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». Поскольку все случившееся казалось мне неразрешимой и впечатляющей тайной, я не осмелился отказать. И как бы ни казалось мне это неуместным в 1000 миль от человеческого жилья, на границе жизни и смерти, я вынул из кармана листок бумаги и авторучку. Однако я вспомнил, что в основном изучал географию, историю, арифметику и правописание. Поэтому с несколько расстроенным видом я сказал малышу, что не умею рисовать. Но он мне ответил: «Неважно, нарисуй барашка». Поскольку я никогда не изображал барашков, я повторил для него одну из своих картинок, которые умел рисовать – удава снаружи. И был чрезвычайно удивлен, когда малыш мне ответил: «Нет, мне не нужен слон в удаве. Удав слишком опасен, а слон слишком велик. А у меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй мне барашка». Тогда я нарисовал его. Он посмотрел на него внимательно и сказал: «Нет, этот слишком хилый. Нарисуй другого». И я нарисовал второго барашка. Мой новый знакомый снисходительно улыбнулся. «Не видишь разве? Это не барашек, а баран. У него же рога». Тогда я снова переделал свой рисунок. Но он отказался и от него, как и от предыдущих. Этот барашек слишком старый, а мне нужен барашек, который будет жить долго. Тогда я потерял терпение, ведь мне нужно было спешить с починкой моего мотора. Я нацарапал такой рисунок и небрежно заметил: «Вот тебе ящик. Барашек, который тебе нужен, сидит внутри». Однако я был очень удивлен, когда увидел, как просияло лицо моего юного критика.
Это именно то, что я хотел. Как ты думаешь, этому барашку надо много травы? А что? Потому что у меня все очень маленькое. Уверен, ему хватит. Ведь он совсем маленький. Он склонился к рисунку. Не такой уж и маленький. Смотри-ка. Он заснул. Так я познакомился с маленьким принцем. Глава 3. Я не сразу понял, откуда он появился. Маленький принц задавал мне много вопросов и, казалось, совсем не слушал, что спрашиваю его я. Однако, вслушиваясь в его случайно оброненные слова, я постепенно понял, в чем дело. Когда он впервые заметил мой самолет, я не буду его рисовать, такая картинка для меня слишком сложная, то спросил у меня: «Что это за штука?» «Это не штука, это самолет. Он летает. Это мой самолет». И я с гордостью рассказал ему, что я летал на нем. «Вот как! Значит, ты упал с неба?» «Да», — скромно ответил я. «А, это забавно». Маленький принц звонко рассмеялся, и это меня задело. Мне казалось, что к моему бедственному положению стоило отнестись серьезно. Потом он добавил: «Значит, ты тоже с неба? А с какой планеты?» Тут я начал догадываться о тайне его появления и спросил его напрямик: «Так ты с другой планеты?» Однако он мне не ответил. Он лишь покачал головой, глядя на мой самолет. «Пожалуй, на этой штуке ты не мог прилететь совсем издалека». Он замолчал и размышлял довольно долго. Потом он вытащил из кармана мой рисунок с барашком и стал рассматривать этот бесценный подарок. Можете себе представить, насколько я был удивлен этими словами о других планетах. Поэтому я постарался узнать об этом побольше. «Откуда же ты прибыл, мой маленький дружок? Где это там, у тебя? Куда ты хочешь забрать моего барашка?» Он помолчал и ответил задумчиво: «Хорошо, что ты нарисовал его в ящичке. По ночам он будет в нем спать». «Ну, конечно. И если ты будешь умницей, я нарисую тебе веревку, чтобы привязывать его днем, и колышек». Однако это мое предложение, казалось, раздосадовало маленького принца. «Привязывать? Какая странная мысль. Но если ты его не привяжешь, он может куда-нибудь забрести и потеряться». Тут мой дружок снова звонко рассмеялся. «Куда же ты думаешь, он может уйти?» «Неважно куда. Куда-нибудь». Тогда маленький принц сказал вполне серьезно: «Не беда, ведь у меня там так мало места». Потом он немного грустно добавил: «Даже если идти все время прямо, там невозможно забрести далеко». Это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. До следующего видео. Пока-пока. Откуда же ты Откуда? Тогда я потерпел... Тогда я был более одинок, чем Я был более одинок, чем